Представители знака зодиака Стрелец. Здравствуйте, мои дорогие стрельцы. Таро прогноз, таро расклад на 10 дней на декаду с 21 по 31 декабря. Последние 10 дней уходящего года, когда мы подводим итоги и строим планы на будущее. Наше видео называется «Узнай будущее». К чему все идет или что изменит наши планы. Планетарные транзиты, и это конкретно Нептун, который перешел из ретро-движения в прямое движение. И хоть это произошло с 7 на 8 декабря, ни один планетарный транзит не проигрывается в течение одного пункта, момента, дня. Это всегда какая-то тема, которая может нас затронуть либо 2-3 недели до этого периода, либо 2-3 недели после. И Нептун, он как раз нам помогает с чем-то разобраться, или на что у нас не хватило решимости, вот здесь решимости хватает до конца декабря, или мы получаем какую-то информацию, когда для нас что-то становится более ясно, определенно. Давайте узнаем, на что думают карты. Первая колода у нас колода Ленорман. И вот каковы будут подсказки на ближайшее будущее для вашего знака зодиака. Каковы события ближайшего времени, по мнению Ленорман? Или с какими энергиями вы можете столкнуться? Что это может быть вообще для вас? Достанем 4 карты. И дополним Таро. Первая карта – неожиданность. Пусть это будут приятные сюрпризы для вас. И вторая карта – в чем ваша сила, в чем вам повезет или что вам идет в руки, что вам помогает, что вас будет радовать. С этих позиций рассмотрим. И по основным сферам жизни. Дело, работа, бизнес. У кого-то учеба, у кого-то документы. Энергия денег на последние 10 дней 2024 года и личная жизнь. Мы достанем карту «Совет», которую откроем в самом конце. Что же за события вас ожидают? Правда, какой-то вы итог будете подводить. Может быть, какое-то известие вы получите. И тоже, словно жизнь наша делится на до и после. Сама по себе карта судьбоносная, судьбоносных каких-то событий. Это может быть, опять же, связано с обстоятельствами, которые вас окружают. Это могут быть то, что мы не планировали, мои дорогие стрельцы, но приходит в нашу жизнь как данность. Или это пусть даже обстановка вокруг, но нас заставляет, значит, нас как-то измениться и какую-то совершенно новую стратегию, тактику отстроить на будущее или как минимум рассмотреть. Вот правда, у кого-то проигрывается, когда вы точно с чем-то разберетесь и, как мы говорим, поставили крест, то есть завершили уже что-то, все. Или когда мы понимаем, допустим, это связано с человеком даже, да, или с каким-то альтернативным вариантом предложений или возможностей, с которым мы сталкиваемся и понимаем, что нет, тут нужно что-то рассмотреть, потому что какое-то будущее словно маячит, или мы предполагаем, что это нам может быть полезно или может послужить нашему прогрессу. Вот в целом период на до и после вы можете прочувствовать до конца декабря. И вы знаете, тут для кого-то может быть та новость, которая вас обескуражит. В этой колоде карт именно змея – это карта страха. Но это не есть какой-то страх, как ужас, который действительно присутствует. Это скорее наши эмоции. И прописано буквально в колоде, что змея появляется внезапно. То есть мы куда-то шли, словно все было нам понятно, все нам было ясно, и вдруг приходит, к примеру, какое-то известие. Или мы узнаем о чем-то. Может быть, опять же, события в обстоятельствах. Или нам нужно себя как-то перестроить. Тут самое главное не оцепенеть вот от этих самых эмоций. И часто хоть карта змея проигрывается с обманом, как бы больше связана. Может быть, для кого-то из вас это ясность какая-то наступает, опять же. Или когда мы словно прозрели, до этого мы думали, что дело обстоят, или обстоятельства обстоят как-то одним образом, а тут мы понимаем, да нет, мы словно не видели чего-то или не принимали в расчет. Мы думали, что этого не может быть. Вот здесь какая-то перезагрузка
как иррациональное пытается войти в вашу жизнь. И то, что чего мы не предполагали или всегда говорили: "Нет, вот этого не произойдет". Вот с чем-то подобным мы можем столкнуться. Но самое главное нам идти вперед, и чего-то не бояться. Да, по аркану женщина, именно вот этому аркану, в этой колоде 2 пары, мужчина и женщина. Есть одни, которые прорисованы вот в реальных таких более красках, но эта женщина относится больше к нашей, ну, где-то экзальтации или к тому, что мы в планах строим, или то, что мы хотели бы осуществить. Есть то, что мы, ну, всей душой как будто бы желали, но это еще пока не опирается на какие-то реалии. И, может быть, когда вам придется именно пересматривать свои планы на будущее или какую-то свою стратегию, тактику, последняя декада декабря, вот как раз с этим может быть связано, мои дорогие мужчины. Это могут быть перемены, допустим, или какие-то известия от важной женщины в вашей жизни. Это могут быть известия от родственников, это может быть перестройка ваших собственных планов с учетом того, что происходит вокруг вас. Мои дорогие девочки, это вы тоже также можете менять несколько свою конфигурацию или решить для себя: нет, вот теперь я меняю походку". Ну, я иносказательно говорю, надеюсь, все меня понимают, потому что обстоятельства меня словно вынуждают, заставляют как-то действовать по-другому. Но, опять же, нет какой-то конкретики. Вот исходя из этих 3 карт, все то, что я уже сказала, оно может вас, кого-то вынудить куда-то отправиться, совершить поездку. Или, наоборот, вы столкнетесь с тем, что к вам какой-то человек приедет. Вам может понадобиться согласовывать какие-то документы. Для вас может сложиться в эти 10 дней, хотя, казалось бы, больше праздников, больше, ну, расслабленности, но, может быть, сложится такая ситуация, когда какой-то вопрос вам нужно будет решать в моменте здесь и сейчас. Скорее всего, это все равно будет связано с взаимодействием с каким-то другим человеком или с группой людей. У кого-то это может проигрываться даже банально по работе. Вы можете, к примеру, узнать, что уходит ваш руководитель. И прежняя ваша стратегия, которая была отстроена именно в контексте руководства прежнего, для вас может вызывать некоторый шок. Ух ты, а как же я буду теперь с новым руководителем? Или могут назначить, к примеру, того человека, которому вы не очень импонируете, который, ну, вам не очень даже приятен. И тем не менее, какая-то перезагрузка, мы понимаем, что, ну, все равно что-то нужно продолжить. Пусть даже нам придется несколько себя изменить или изменить отношение к чему-либо или к кому-либо. Может быть, для кого-то из вас вот перемены и в личной жизни тоже происходят. Могут быть какие-то события от ваших далеких даже родственников или от друзей, или могут быть какие-то предложения. Но для кого-то, мои дорогие стрельцы, тут может быть судьбоносное предложение. И самое главное будет не испугаться. Аркан змея все-таки говорит: да, мы от чего-то не должны отказываться. Именно в этой колоде змея не предусматривает, что мы замерли и сказали: нет, я лучше тут отсижусь, или я лучше на что-то не соглашусь. Нам как будто все-таки нужно что-то продолжать. И карта всадника об этом как раз и говорит. Но мы можем столкнуться с собственной тенью. Вот такой тонкий нюанс переложите на себя и на то, что происходит в вашей жизни. А продолжать что-то в реальности нам как будто стоит. Но пока мы еще можем не видеть, как будут развиваться события. Давайте в неожиданностях посмотрим. А тут нам показывают, никаких неожиданностей нет. Ну, может быть, какое-то сообщение от человека, которого вы хорошо знали. Или сама по себе карта надежности, карта уверенности, карта того, что, кстати, мы можем даже наш какой-то сумасшедший план воплотить в реальной жизни. И значит, не отказывайтесь от своих каких-то идей, в очередной раз повторяю. Почему? Потому что мы ведь смотрим энергетику. Королева Пентакли – это та, которая из любого хаоса умеет отстроить порядок. Это та, которая умеет создать благополучие на пустом месте, буквально с нуля. И я понимаю, меня смотрят люди из разных стран, поэтому, если что-то не складывается для вас именно так, как вам бы хотелось, мои дорогие стрельцы, помните, что у вас, тем не менее, сильная позиция. Себя перестроить, да, придется. Но, может быть, это такой своеобразный
Ну, такой волшебный побудительный мотив дает вам судьба, чтобы вы увидели как-то по-другому реальность. В неожиданностях, если мы в целом рассматриваем неожиданности, тут что может быть? Тут может быть помощь какого-то конкретного человека, это может быть и материальная помощь, это может быть дельный совет, это могут быть какие-то возможности по части решения вопросов жилища, вашего местонахождения. У кого-то будет переезд или вы будете рассматривать перемещение как такового переезда, может быть, куда-то далеко. Кто-то из вас может отстроить новую концепцию по части заработков, кстати. Потому что королева Пентакли, она великая креативщица. Она как раз умеет создать какой-то свой сумасшедший проект. И там, где никто не видит выхода, у нее, как минимум, припасено 1000 вариантов. Поэтому в целом вам словно пространство, высшие силы дают сильную позицию. Самое главное понять, как это применить. В чем ваша сила, в чем ваш успех, что вам идет в руки. Шестерка чаш – это всегда карта ностальгии. Здесь может вернуться человек, кстати, у кого-то в личной жизни проиграется. Вы уже о ком-то перестали думать или уже как-то свои мысли перестроили в другую канву. А тут возьми, да кто-то вернись. И я должна сказать, да, вот Нептун может нам возвращать те ситуации, которые отчасти могут быть связаны с документами. И тут подойдет все то, что подходит с приставкой «пере». Пересмотр контрактов, пересмотр брачных контрактов, пересмотр соглашений, ну, каких-то, может быть, пересмотр документов банковских, да, может быть, что-то по кредитам. Здесь кто-то может прийти, правда, на помощь, и вы какой-то вопрос можете решить. Все же ваша сила в том, что у вас есть, допустим, какой-то круг ваших знакомых или ваш социум, они вам откликаются, вы можете с кем-то построить, ну, удачное сотрудничество. И даже в тех случаях, если вы уже, ну, где-то думали пауза, здесь отношения могут продолжиться, а для кого-то из вас это какая-то, ну, как смена форматов ваших взаимоотношений. К примеру, даже если, мои дорогие, стрельцы, раньше была какая-то больше чувственная история, здесь может вернуться человек, и это могут быть прекрасные дружеские отношения. От чего-то вы не должны отказаться буквально. Хоть и карта ностальгии, но это всегда карта наших, ну, есть, по крайней мере, может быть, и не все, но один, как минимум, человек у вас есть, который, как мы его знали, он из прошлого, и эти отношения должны быть продолжены. Или какое-то сотрудничество должно быть продолжено. По крайней мере, в этом ваша сила. Это идет буквально само в руки. И я должна сказать, если вам пространство, Вселенная возвращает какого-то человека из прошлого, поверьте, это не просто так. Скорее всего, с этим человеком у вас продолжатся какие-то взаимоотношения или какой-то контекст ваших взаимоотношений будет в 2025 году. Поэтому даже если что-то вам не нравится или как-то вас это обескураживает, или вы кому-то не доверяете, самые разные могут быть причины, но, значит, аккуратно, мелкими шагами что-то продолжить определенно стоит. Дела, работа, бизнес. Девятка жезлов – карта великой мощи в герметической колоде Таро или великой силы. У вас сильная позиция, правда. Но тут будут важны два направления. Или любые ваши дела, ваши задачи, или то, что вы себе поставили как цель, намерение, должны быть рассмотрены с двух позиций. Первое – я себе не должен навредить или не должна навредить. И второе – не должна упустить какую-то возможность. Все остальное больше идет, конечно, на сохранение. И некоторая перезагрузка может быть в связи с тем, что мы видим, как в обстоятельствах. И эта карта говорит еще и о том, что вы прежде сделали что-то правильно. И теперь вам нужно сохранить, как, опять же, собственную силу, собственные позиции, прежде чем вы на что-то или с чем-то, с кем-то определитесь и продолжите какие-либо действия. Правда, не торопитесь в этот период времени. Я могу сказать, что иногда эта карта может просто свидетельствовать дела, работа, бизнес, девятка жезлов. Некоторая пауза может быть при составлении документов. Ну и правда, у нас период такой предновогодний, когда попросту, ну, какие-то инстанции могут быть закрыты или режим работы может корректироваться у них.
и мы можем куда-то прийти, а дверь закрыта буквально, потому что взяли и перенесли. Сегодня они работают на час меньше, на час раньше они ушли. Вот, то есть вот какая-то такая путаница где-то, она может быть. Не воспринимайте слишком личностно. У вас сильные позиции. И даже если происходит какая-то пауза, помните, мои дорогие стрельцы, вам сейчас это во благо. Время играет на вас. Финансы. Вы знаете, по финансам вы тут тоже будете что-то пересматривать. И я могу предположить, вы точно можете пересмотреть помощь кому-либо. Прежде вы кому-то помогали, участвовали в жизни каких-то людей, а здесь, может быть, обстоятельства как раз так складываются, что вы узнаете новости, понимаете, нет, мне тут надо подумать о себе в первую очередь. По вопросам финансов вам придется искать либо выход, либо принимать важное решение, и это решение может быть связано или выглядеть как Соломоново решение, может быть какое-то мудрое, с учетом ваших пожеланий, и, может быть, какие-то составляющие, которые вы тоже не можете исключить. Или, может быть, какую-то проблему вы будете буквально как Гордиев узел разрешать раз и навсегда. По этой карте все равно идет какая-то перезагрузка с элементом нового продолжения. Да, карта говорит еще и о том, что нам показан буквально человек, который отдаляется, остается девушка, которая сжимает в руке платок, но платок она взяла вовсе не для того, чтобы всплакнуть. Как будто всем своим видом она показывает: пошел, вот и иди. У кого-то может быть подобная финансовая ситуация, когда, ну, может быть, меня смотрят люди из разных стран, когда, допустим, какие-то вы получали пособия, вот даже банально, да, или какие-то вы получали выплаты. Вот здесь может быть пересмотр, как будто или проценты какие-то пересматривают, или, может быть, что-то меняется по законодательству, и вам придется куда-то отправиться, оформлять как-то по-новому документы или собирать какие-то важные бумаги. Каким-то образом это будет или может, по крайней мере, для кого-то означать и финансовое тоже продолжение, либо решение какого-то вопроса. И какая-то новость, она действительно может обескуражить или вас словно на какой-то момент поставить в тупик, вот как карта змея, а что мне с этим делать? Но как минимум 2 выхода у вас точно будет. У вас есть эта возможность, но она от вас потребует совершенно нового словно взгляда на жизнь, на мир, на возможности. Ваша перезагрузка своеобразная по части финансов. Давайте посмотрим, что в личной жизни. Ну, я должна сказать, двойка пентаклей – прекрасная карта на продолжение. И поэтому, кстати, даже если люди возвращаются в вашу жизнь, вот как я уже сказала, по шестерке час, что там идет в руки, какие-то, может быть, и знакомства. И если, кстати, вы встретили случайно человека на улице, которого вы долгое время не видели, не знали, что с ним произошло, или вам кто-то написал, он тоже пытается вернуться в вашу жизнь, значит, помните, знайте, это не случайно происходит. Значит, что-то вами должно быть продолжено. Для тех, кто в паре, ну, здесь, кто человек семейный, здесь будет тоже ваша семейная, именно ваши задачи, ваши планы семьи, может быть, какие-то сведения от ваших детей. Продолжение само по себе следует. Но есть еще и такое значение карты, когда мы легки на подъем. Поэтому для кого-то из вас может проиграться и переезд всей семьей. Или это будет связано со сменой работы у кого-то, или со сменой планов у ваших детей. И здесь, знаете, к нам приходит какой-то новый опыт, как будто через то, что мы не отказываемся от того, что видим как раз, что новая реальность, она в каком-то другом ракурсе совершенно происходит. Мы приобретаем опыт, новый какой-то опыт по этой карте тоже. И в последующем для нас это будет важно, как и буквально для финансов. Все-таки у нас пентакли, так и, может быть, для работы, так и для кого-то из вас эта карта может означать, когда вы задумаетесь о том, что не организовать ли нам семейный бизнес. И вы просто будете узнавать, словно примерять на себя вот этот чей-то опыт, искать информацию. Куда-то вы можете даже отправиться, чтобы увидеть своими глазами, как это на деле обстоит. Вот самые разные направления могут быть.
скучать вам будет некогда, это факт. Давайте мы откроем карту совет. Ну, правда, карта влюбленные. Знаете, мои дорогие стрельцы, я все-таки больше вижу любовную историю какую-то или личную историю. И потому что в этой колоде это напрямую любовь. Обратите внимание, красной лентой связаны руки двух людей. И это значит, если меня сейчас смотрят те, кто один или одна, вы именно в эти 10 дней можете всерьез задуматься. Мне надоело мое одиночество. Для тех, кто в паре, вы как-то будете совершенно с новыми возможностями, может быть, рассматривать даже в семейной паре продолжение вашей семейной истории. Это может зависеть от чего угодно. Может быть, это для кого-то из вас, мои дорогие, будет означать то, что изменится что-то именно внутри вашей семьи. Ну, к примеру, мои дорогие девочки, кто-то узнает, я жду ребенка. Вот может быть такое, если мы соединим вообще все карты. Это может прийти, ну, как известие, которое вы не были к этому готовы, но вас это объединяет. Такое может быть. Или происходит что-то еще в вашей семье. Может быть, ну, какое-то событие. Вот есть все равно укрепление каких-то связей с прошлым. Или, может быть, вы какую-то историю тоже прошлую, если вы понимаете, что какой-то человек в вашей жизни был очень важен, и вы хотели бы вернуть эту историю, и понимаете, что с той стороны, то есть у человека тоже есть такое желание, то вы сами, мои дорогие стрельцы, можете инициировать это возобновление таких отношений тоже. Здесь все-таки идет на объединение, хотя сама по себе, безусловно, карта еще и выбора. Может быть, это тут выбор, на что-то нужно решиться, а мы боимся. Вот как раз где-то, наверное, основная тема этих 10 дней. Мы обескуражены или мы сомневаемся, а решение принимать нужно. И это словно по судьбе. Давайте мы спросим, с какими энергиями вы входите в 2025 год, как видят карты. Обновление. Ну, наверное, все то, что я говорила долгое время. И даже вот эта двойка пентаклей будет означать у каждого по-своему. Для тех, кто один или одна, это новые отношения. Например, для людей семейных это все равно вы как будто друг друга оцениваете по-другому. И если были привычные отношения, может быть, где-то рутинные уже, и вам казалось, вы друг друга уже очень хорошо знаете, но что-то вот такое интересное может быть в вашей паре, как перезагрузка, как новые грани чувственности, или когда действительно кто-то надумает, а почему из нашей прежней просто любовной истории не создать бизнес, когда мы будем друг другу еще и партнерами. Ну, самые разные концепции. Или вы начнете что-то вместе изучать. То есть тут по-разному. Если мы говорим по финансам, правда, тоже какая-то перезагрузка, а на действие тут перед тем, как действовать, вот я сказала, либо мы что-то не должны упустить, либо мы себе не должны навредить. И вот все равно какое-то обновление, оно как будто следует. С новыми энергиями, мои дорогие, вы входите в 2025 год. Да, личная жизнь – это то, чему вы должны уделить внимание. И поэтому для тех, кто один или одна, всерьез подумайте, как выйти из одиночества. Как минимум расширение каких-то контактов, связей, может быть, расширение вашего социума, может быть, путешествия, пусть куда-то недалеко, для вас будут очень предпочтительны в том плане, что вас ждут совершенно другие добрые эмоции. Вас как будто ждет, вот для тех особенно, кто один или одна, тот человек, который будет близок вам душой, словно с вами на одной волне. Мы можем даже встретить в 2025 году партнера, который буквально как по судьбе. И даже если для кого-то из вас ваша история буквально заканчивается или закончилась, я имею в виду ваша личная, любовная история, значит, нельзя на себе ставить крест, мои дорогие. Перезагрузка в новые отношения. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.